Здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами Полина Горбунова и Саша Иванов. И мы в третьем уроке проекта Show School по теме флирт. И наш предмет – это практика взаимоотношений. Практика отношений. Да? Вот мы вдвоем говорим друг с другом, и у нас есть, вот в отличие от остальных предметов, у нас есть очень твердый материал. Это 64 урока Шоу-канона. Мы берем какой-то урок. Сам урок, конечно, очень большой. А здесь у нас 5-минутный формат, мы какой-то один момент рассматриваем. В данном случае это урок «Грязный секс». А грязный секс – это о том, как запомниться, то есть как удовлетворить потребности партнера по максимуму. Да? То есть тут есть два момента. Первый момент – это необычность, то есть впечатление запомнится. Да? Кто-то, значит, голым спускается на парашюте с букетом цветов. Все, я запомнил это навсегда. Такого у меня никогда в жизни не было. Кто-то подходит на четвереньках с букетом цветов, да, я запомнил, такого у меня никогда не было. Особенно если он голый и в седле, например, под седлом и без узды. Я запомнил, да, но это совершенно не обязательно, вот эта необычность, что она будет точной, что мне это надо, потому что, может быть, меня это испугает, оттолкнет, я это запомню как самый жуткий кошмар, да, и вообще что было-то, да, необычность. А точность – это когда вот попадание, то есть сидит девушка, подходит молодой человек и говорит: у вас такой взгляд, словно хочется шарик фисташкового мороженого из города Орец и рюмку хересу. И я вам, кстати, это и принес. Все. В общем. И она так: вау, я именно этого и хотела, да, то есть попасть. Точная калибровка такая, да? Да. Хорошо, конечно, если это совпадает, то есть точность и необычность, но когда это точно, это всегда необычно, потому что люди очень, к сожалению, невнимательны. И причем они невнимательны как бы в таком неприятном, что ли, вот качестве. То есть тебе обязательно скажут, что как бы мало того, что он не увидел, да, мало того, что он отразил то, что у него внутри, да. И он еще какую-то гадость сказал, да, типа, что вы что-то сегодня плохо выглядите, вообще устали, кажется, да, вы не заболели. И главное, с целью флирта такие тоже говорят. Кажется, вы совершенно измотаны, там, да. Я думаю, ё-моё, да пошел ты нахрен, ты что вообще пришел сюда? Ты знаешь, я подумала, что это все страхи. Вот, и чтобы быть оригинальным, и чтобы быть внимательным, да, нужно обладать конкретным кругозором и жизненным опытом. И если вы сидите в своей норе и боитесь жить, совершать ошибки, да, путешествовать, еще, то откуда же взять, понимаешь, рюмку хереса? Откуда же взять фисташковое мороженое из города Орец? Да, то есть для того, чтобы быть интересными во флирте, да, необходимо иметь круг огромных своих ошибок и опыта, и вообще кругозор. Тогда эта наблюдательность не будет откуда взяться. Да? Я вижу человека в определенном состоянии, и у меня есть гораздо больше спектр представления, а что это состояние может значить. Да. Одно цепляет другое. Да. Потому что если я, допустим, человек, который говорит: я никакого флирта себе, значит, не позволю, я только, значит, за серьезные отношения, и поскольку я этого все равно делать никогда не буду, то мне нет необходимости в этом практиковаться, учиться, там что-то наблюдать, там или еще что-то. Да? По установке, да, я говорю по установке. И, соответственно, мне не нужен никакой кругозор, потому что мне это не надо. Зачем мне разбираться в музыкальных инструментах, если не собираюсь в них играть? Я там, как бы, по радио играет какой-то оркестр, там 2 человека или 50, какая разница, да? Но в тот момент, когда вы думаете, что вам это надо, то есть я решил, что я буду флиртовать, я хочу быть интересным. Я не буду ждать, когда кто-нибудь один ко мне подойдет. Я понимаю, что если я сам пойду, я найду 10, и из них еще буду выбирать. Да? И вот когда я думаю это, будучи девочкой, да, вот тогда мне приходится расширять кругозор, и это может спровоцировать интерес к хересу и мороженому из города Орец. Да, допустим. Потому что вот клиентка мне рассказывает, чем с ней делится молодой человек. Я понимаю, что даже я с чуть большим кругозором, да, не претендуя на энциклопедический, могла бы его поддержать, пофлиртовать, продолжить метафору, игру в гораздо большем спектре реакций. Да? То есть он пишет про бизнес, он пишет про путешествия, еще про что-то. Я все это знаю, я знаю его трудности, я знаю его желания, да, я понимаю, что человек в разных ситуациях может хотеть или бояться. У нее нет таких реакций, потому что жизнь ее довольно ограничена тем, что сейчас происходит. Да? Ты же видишь шире.
И, конечно, ты очень прав, что без базовой установки, что меня это касается, что это моя ответственность флиртовать, заводить, игру поддерживать. А это ваша ответственность, потому что это ответственность ведомого партнера, того, кто поддержит интерес в отношениях. Ну, это типа, да. Мы говорим все время об одном, да, что это глупейшая как бы установка, что если есть любовь, то я могу сказать любую, значит, вот как бы злую, пошлую глупость, как бы там проявить какое угодно, значит, непонимание как бы ситуации, незнание, ничего, никакого кругозора, ничего, все равно все будет хорошо. Но это дурацкая установка, как бы она помогает людям быть ленивыми, ничего не делать. Да? Ничего не И делать. вторая дурацкая установка, что как бы это навязываться, но проявлять свою инициативу, пусть даже во флирте. И девочке нельзя так делать, потому что я буду, значит, ну там, спектр разный, от падшей женщины, да, там, как бы, той, которая, значит, должна сама тут выцарапывать счастье. Ну, кстати, получается, если мы говорим о необычности, да, то вот кругозор, он и создает эту необычность. Конечно, если мы говорим о точности, то кругозор, во-первых, помогает повысить точность раз, а во-вторых, еще один инструмент, который я хотел сказать, это псевдоточность. То есть, что вы говорите человеку что-то такое, что не совпадает с его опытом, это не точно, но слишком приятно. Например, да, то есть я сравниваю, как бы, то есть кто-то подходит ко мне, я там сижу, он говорит, вы сидите прям как Хемингуэй, как бы в «Пузыре Девила», как бы, когда он писал там... Праздник, который всегда с тобой? Ну, не тогда писал, не да, но я думаю, как бы я не могу отказаться, приятно. То есть, да? когда эта псевдоточность поднимается. Да, я когда вас увидел, понимаете, я вот вспомнил, как я ходил по Лас-Вегасу и стеснялся зайти в казино в первый раз, а потом как бы все-таки пересилил себя, зашел и сразу выиграл, значит, да. Что бы она там ни думала, приятно, не хочется отказываться, да. А с другой стороны, оценка. Если человек отказывается от этих вещей, значит, он вообще, что называется, мышей не ловит. Можно подходить к следующему, потому что если, я говорю что-то приятное, а мне говорят, да нет, вы ошиблись, я думаю, елки. Я, кстати, говорю об этом в последнем уроке по коммуникации по теме флирт. Сонастройка. Играть в игру партнера. Хорошо, встретимся на следующем уроке. Спасибо за внимание. Пока. Учитесь.